Всем большой привет! Привет! Вы на канале Не без разницы. С вами Лёша И Стас. Приключения Бетти Багглз продолжаются, и это вторая часть прохождения квеста «Куда пропала Софи Картер». В прошлой серии Бетти узнала, что в канун жуткого праздника в Ньюкресте произошло нечто странное. Дочь влиятельного жителя города внезапно пропала из своего дома, и Бетти начала собственное расследование. Она посетила дом Картеров и поговорила с родителями пропавшей девочки. От отца ей стало известно, что по долгу своей службы он столкнулся с неприятным человеком, Стэнфордом Райтом, который занялся в городе строительством домов, но обманул жителей. Изучив обстановку в доме, осмотрев комнату девочки, Бетти обнаружила удивительную фотографию Софи и узнала, что Софи местного фотографа Кларка Джефферсона что-то связывало. Ей нужно выяснить, что именно. А зайдя в гараж, Бетти наткнулась на засохшую лужу, напоминающую кровь. Неужели с Софи случилось что-то страшное? Ведь из гаража исчез топор. В разговоре мать упомянула, что Софи Картер была близка со своими подругами Вики Джонсон и Самантой Грин. Нужно немедленно их посетить. Дом Джонсонов располагался напротив особняка Картеров. Это был большой двухэтажный коттедж, украшенный всевозможными гирляндами и декором к празднику. У семьи просторный двор. Возможно, именно во дворе должна была пройти большая часть вечеринки. Необходимо узнать у родителей, видели ли они Софи и знали ли о вечеринке. Бетти заметила две детали: дымоход вдоль дома и гараж, стоящий чуть поодаль. Пропавший топор в доме Картера до сих пор тревожил ее. Остается надеяться, что Бетти не обнаружит в этом доме неприятных сюрпризов. Ну что, будем заходить? Да, давай посмотрим. Я уверен, что все равно Бетти найдет какие-нибудь неприятные сюрпризы. Потому что как может быть иначе? С самого начала понятно было, что здесь кто-то что-то скрывает, а скорее всего вообще каждый житель города. Поэтому наверняка и здесь будет какая-нибудь неприятность. Давно Бетти не видела таких больших домов. На стенах много семейных фотографий, а у каждого члена семьи своя личная комната. Во всем доме царит осенняя атмосфера. Бетти узнала, что о чистоте дома заботится горничная, ведь у мужа и жены не хватает времени на это. Что ж, каждый заботится о своих вещах так, как того хочет. Отец семейства, Фил Джонсон, уже в курсе о ситуации, случившейся с соседями. Несмотря на все, Фил пытается поддержать позитивный настрой и выглядит как добродушный и жизнерадостный человек. Выяснилось, что последние полгода Фил работает удаленно и из-за этого набрал лишний вес, который никак не может скинуть. Он постоянно сидит дома в кабинете, просматривает улицы и в курсе того, кто и когда приходит домой. Поэтому дочь часто использует другой путь, когда уходит гулять. Он полагает, что Вики его стесняется или просто не хочет, чтобы он ее контролировал. Каролина, например, не такая, как ее сестра. Ребенок без проблем, только немного закрытая. Родители были в курсе про вечеринку, которую решил устроить Вики в доме, поэтому решили навестить в праздничный вечер своих престарелых родителей, оставив девочек дома одних. Софи накануне пропажи они не видели. Бетти заметила слой пыли на беговой дорожке в комнате родителей. Видимо, у Фила не хватает времени заняться спортом. Или силы воли. В любом случае, покупка была совершена, но вот использовалась она, очевидно, давно. Хелен – вечно работающая мама на телефоне и звонках. Даже когда Бетти пришла к ней с расспросом, то и дело женщина прерывалась на деловые звонки по работе. Муж с грустью заметил, что Хелен в принципе бывает мало дома. Она постоянно в звонках, рабочих заботах, иногда пропадает на встречах. Сама Хелен призналась, что она трудоголик. Раньше, пока она не занимала высоких постов, семья видела ее намного чаще. Сейчас же ей даже не хватает времени провести воспитательную беседу с дочерью Вики или уделить время другой дочери, Каролине. Бетти заметила, как во взгляде Хелен порой проявляется выбор, который она не может для себя сделать – работа или семья. Она разрешила Вике устроить вечеринку, скорее из-за надежды получить хоть какие-то баллы классной матери, которой ей не удается быть. Так и Вики бы оценила, и Каролина бы развеялась с другими подростками, а то постоянно сидит в своей комнате. Бетти заметила, что Вики изрядно напряжена и беспокойна. Из-за присущей ей гиперактивности она буквально готова рассказать все мельчайшие подробности последних дней. Пропажа подруги здорово ее напугала. Кажется, что она чувствует свою вину за это. Вики рассказала, что вечеринка была назначена на 20:00, и они с ребятами планировали пугать друг друга, смотреть страшное кино во дворе и пить коктейли. Около 6 вечера она позвонила Софи и проболтала с ней минут 15. Софи рассказывала про свой отпадный костюм. Вики и не заметила, как стали приходить первые гости, а пицца еще не приехала, да и ящик с напитками, его тоже надо было достать.
Каролина вообще не любит вечеринки, поэтому вместо уговоров помочь она отправила ее к Софи, чтобы та занялась напитками. Надо было съездить в магазин. Каролина вернулась очень быстро и сказала, что Софи сходит в магазин. Вики вытерла слезы и продолжила. Пока она бегала и расставляла все по местам во дворе, то краем глаза увидела, как Софи вышла из дома и пошла в сторону магазина. Она ее окликнула, чтобы помахать рукой, но та, видимо, не услышала. По району уже стали бегать дети. Бетти спросила, уверена ли Вики, что это была именно Софи. И Вики ответила утвердительно. Это совершенно точно был ее костюм. Но после этого Софи она больше не видела. Никогда. На вечеринку Софи так и не пришла, на звонки не отвечала, хотя все друзья утверждали, что она просто задержалась в магазине с напитками, поэтому она не придала этому особого значения и продолжала ждать. Уже ночью Вики и Саманта с другими ребятами пошли искать Софи. Подошли к дому, но внутри было темно. Сходили в магазин, но там не помнили, заходила ли Софи к ним, поэтому Вики и Саманта решили, что Софи ушла к своему новому ухажеру. Бетти прервала Вики и показала ей фото, которое нашла в шкатулке в комнате Софи Картер. Вики подтвердила, что это Трой, бывший бойфренд Софи. Он уже закончил школу. Софи встречалась с ним около года, но потом сказала, что у Троя слишком мало амбиций, и рассталась с ним. А вскоре нашла себе еще кого-то, и даже не сказала Вики, кто это был. Вики даже хотела обидеться на нее за такое, потому что Софи говорила родителям, что остается ночевать у нее, а сама ехала к своему новому парню. Но вроде бы Софи радовалась, рассказывала, какой он замечательный, совсем не такой, как Трой. А откуда взялась эта черно-белая фотография в шкатулке Софи, она не знает. Каролина – младшая дочь Джонсонов, тихая и закрытая. Видно, что она стесняется постоянных визитов полицейских и визита Бетти в том числе. Поэтому Бетти старалась говорить с ней мягко, чтобы не напугать. Она заметила, что внешностью Каролина отличается от родителей и Вики, но решила не спрашивать об этом. Каролина рассказала, что не особенно хотела идти на вечеринку, ей больше по душе сидеть в комнате и слушать музыку. Но когда Вики попросила позвать Софи, делать было нечего. Каролина сказала, что плохо знает друзей сестры, она никогда с ними особо не общалась, у нее все друзья в интернете. Но все-таки ей было несложно перейти дорогу и позвать Софи на вечеринку. Софи открыла ей дверь и впустила внутрь. Кажется, она тогда продолжала клеить себе блестки на лицо и подтягивать гетры. Ну, в общем, бегала и собиралась. Каролина передала ей слова Вики о том, что на вечеринку нужны напитки, и Софи уныло протянула «да, Вики, как всегда», и продолжила собираться. Потом Каролина решила уйти, ей было немного неловко, и показалось, что Софи все-таки сходит в магазин с напитками, хотя по ее ответу она этого не поняла. По какой-то причине Бетти прониклась к этой стеснительной девочке. Ее саму считают немного чудаковатой, правда, она не обращает особого внимания на это, но все люди разные. Пока Бетти осматривала дом, то заметила странную деталь. На всех фотографиях она видела семью Джонсонов в разное время. Вот маленькая Вики, вот молодые родители. Но Каролина на фотографиях только в подростковом возрасте. Будто бы до какого-то времени ее вообще не было. Ну посмотри, на самом деле, вот маленькая Вики, молодые родители, Вики маленькая тоже, а здесь уже Каролина, подросток. Скорее всего, они скрывали Каролину, потому что Каролина была уже впутана в какое-то такое дело. Еще с самого подросткового. Мне кажется, все проще. Может быть, просто Каролина приемный ребенок, и все. Мне кажется, тут дело в другом. Да? Что Каролина уже была ранее впутана в какое-то такое серьезное и страшное дело там, да? Вот, поэтому Каролина и такая тихая, закрытая, и предпочитает сидеть дома у себя, там, и у нее друзья в интернете, потому что она, как это называется, под программой защиты свидетелей, только под программой защиты бывших преступников. Так, осматриваем комнату Вики. Здесь вот висят фотографии. Это как раз Вики со своей подругой Софи Картер и еще с одной подругой, которую, кстати, Бетти тоже нужно будет сейчас посетить. Так, и здесь вот находится какая-то записка. Бетти замечает на фотографиях, что Вики, Софи и Сэм действительно хорошо дружат, постоянно вместе фоткаются и проводят время. Вот только кажется, что Вики вместе с Каролиной общается скорее вынужденно, и только когда собирается вся семья. Вряд ли между сестрами очень близкие отношения. Ну, не знаю, учитывая, что Каролина пришла в комнату Вики и села здесь спокойно и ужастики сидит, смотрит. Что случилось? Она напугала Бетти. Просто даже теперь Бетти без причины испытывает страх. Почему? Никто не знает. Ну, заглянем теперь в комнату Каролины. Стой, Каролина, ты никуда не уходи.
Стена в комнате Каролины возле кровати пестрит плакатами когда-то знаменитой актрисы. Бетти припоминает ее имя. Это Меган Мартин, молодая звезда Дель Соль Велли. Каролина стеснительно призналась, что ей очень нравится эта актриса и все фильмы с ней. Она даже ведет фан-группу ее творчества. Только эта актриса уже никогда не выйдет на экран. Бетти не помнит деталей, но, возможно, в библиотеке найдется полезная информация об этом. Так, что здесь есть еще? Вот, например, в гардеробной есть находка. Вы не можете заглянуть в личные вещи Каролины. Родители настаивают на том, что у вас нет ордера на подобный обыск. Все-таки это личные вещи, и так закрыты девочки. Мне кажется, родители покрывают. Ну, наверное, Бетти здесь уже осмотрела дом. Единственное, вот она не заглянула еще в гараж. А вот, собственно, и топор. Интересно, это тот самый топор, который пропал Вот мы его как раз у искали. Картеров. Бетти находит топор в гараже Джонсонов. Он лежит возле дров и выглядит абсолютно нормально. Где-то содралась краска, где-то замыленное дерево. Но никакого намека на въевшуюся кровь Бетти не увидела. Джонсоны даже примерно называют строймагазин и год, когда они его купили. Пропавший топор Картеров напрягает Бетти все больше и больше. Ну, в принципе, все. Здесь мы закончили с этим домом, да? Давай тогда отправляться дальше. Нам нужно теперь к подруге еще одной Еще надо. одну подружку, да, Саманту Грин нужно посетить. Она здесь, в этом же районе живет. Дом семьи Грин большой и шикарный. В принципе, Бетти уже заметила тенденцию этого района. Тут живут семьи с приличными доходами. Тем более бассейн на заднем дворе, пусть и с несобранными листьями, навел ее на мысли о высоком доходе тех, кто тут живет. Хотя вроде бы Бетти просто пришла просить подругу Софи, Саманту. Бетти надо в туалет. Ее напугала Каролина. А вот, собственно, и мать семейства как раз встречает Бетти на пороге. Атмосфера дома полностью совпадает с внешним видом его владельца, Беатрис Грин. Роскошная женщина в костюме встретила Бетти и предложила кофе. Все в доме уже в курсе о ситуации Картеров, и Беатрис с деловитым видом готова ответить на все вопросы. Бетти узнала, что хозяйка дома разведена. Сейчас в доме проживает она, ее отец преклонного возраста, дочь Саманта и сын Колин. Беатрис предложила Бетти поговорить с ней и детьми, но не задавать вопросов отцу, Питеру. Из-за сложного характера он может нагрубить и вряд ли чем-то поможет. Бетти спросила Беатрис о вечере Хэллоуина. Отпивая крепкий кофе, Беатрис начала рассказ. В ночь Хэллоуина ее сын Колин так сильно хотел пойти собирать конфеты вместе с дедушкой, но дедушке было бы очень трудно угнаться за ребенком из-за возраста, поэтому она уговорила Колина пойти собирать конфеты вместе с ней, а дедушке принести его любимые леденцы барбариски. Саманту она отпустила на вечеринку к подруге Вики Джонсон. Их семья хорошо знакома с Джонсонами, и она полностью доверяет дочери, так как та очень разумная девочка, порой даже разумнее подруг. У самой Беатрис довольно серьезная работа, так что она старается уделять время семье, никаких сверхурочных. Беатрис подняла бровь. Да уж, с этой женщиной не забалуешь. По ее словам, она вкладывается в детей и их репетиторов, так что ждет от них высоких результатов в учебе. Для нее это важно, возможно, даже слишком важно. А насчет вечера она сказала, что где-то в 18:30 они с сыном зашли к Софи. Та выставила вазу с конфетами и ушла дальше собираться на вечеринку. Саманта очень похожа на свою мать, как внешне, так и поведением. В отличие от Вики, она держалась спокойно, даже в какой-то мере серьезно. Но Бетти все равно заметила, как та переживала. Бетти объяснила ситуацию и попросила Саманту рассказать все, что пока осталось без ответа. Поджав губы, Саманта сказала, что в их компании с девочками она – голос разума. Она часто отговаривает подруг от их безумных затей. Из-за ее излишней серьезности ей часто доверяют секреты, и она никому их не рассказывает, даже матери. Но так как Софи пропала, ей кажется, что эти секреты смогут помочь в расследовании. Страшно подумать, где Софи сейчас может быть. Бывший молодой человек Софи, Трой, например, сейчас устроился работать в кафе в этом районе, чтобы быть ближе к Софи, а все потому, что она обзавелась взрослым ухажером. Они встречаются втайне ото всех. Его зовут Кларк Джефферсон. Бетти не то чтобы удивилась, но задумалась, почему об этом промолчал сам Кларк, когда пришел в ее дом этим утром. Что он пытался скрыть, и что хотел отыскать в ее рабочем ноутбуке. Надо бы его опросить как следует. Саманта продолжила рассказ. По ее словам, как только Трой узнал об этом, он следил за Софи. У него не укладывалось в голове, почему Софи предпочла ему какого-то взрослого мужчину. Поэтому они с Софи разругались.
Но Трой так и не уволился из кафе. Он хотел каким-то образом помириться и отговорить ее от этой ошибки, но долго еще был в ярости из-за того, что Софи его бросила. Иногда Саманта разговаривала с ним в кафе, и Трой очень хотел показать Софи, что и он может быть амбициозным и перспективным. Но, видимо, работа простого бармена ее не впечатляла. Про Кларка Софи рассказывала немного, сказала только, что он работает фотографом. В Хэллоуин Саманта созванивалась с подругой до вечеринки, а потом ее больше не видела. Эта история повторяет рассказ Вики Джонсон. Улыбчивый мальчик Колин был готов вновь и вновь пересказывать вечер Хэллоуина, но только для Бетти в этом рассказе было немного полезного. Ее заинтересовал лишь момент, когда он и мама зашли к Картерам за конфетами. К ним выглянула Софи и выставила вазу с конфетами на крыльцо, сказав «бери, сколько твоя пиратская душа пожелает», и скрылась за дверью. Мальчик по секрету рассказал Бетти о том, что мечтает стать пиратом, поэтому и костюм на праздник выбрал соответствующий. А Бетти поделилась, что сама частенько представляла себя пиратом, который отправлялся в Сулане на поиски сокровищ русалок. Там ее захватывали в плен, но ей удавалось сбежать. У Колина просто отвисла челюсть. Зайдя в комнату к Питеру, дедушке Саманты и Колина, Бетти почувствовала запах лекарств. Питер на вид опрятный дедушка, он бурчит что-то себе под нос. Бетти задала ему вопросы про вечер, когда пропала Софи Картер, но выяснить ничего не смогла. Питер сказал, что просто читал газеты и сидел на этих чертовых капельницах. Чертовы капельницы, сколько можно вам повторять? Может, от них ему вообще только хуже становится. Он отмахнулся от Бетти, а когда она собиралась уйти, сказал, что ходила тут какая-то девица в костюме школьницы. Одежда вся рваная, в его время таких костюмов не было. По описанию Бетти узнала хэллоуинский костюм Софи. Значит, она все-таки вернулась домой? В комнате Питера стоит капельница, которую Беатрис ставит своему отцу. После разговора с членами семьи Бетти поняла, что хозяйка дома старается заботиться о своем отце, поэтому он живет вместе с ними. А вот сам Питер не привык быть обузой, хоть и чувствует себя таким. Именно поэтому он отмахивается от любой помощи, от любых контактов, кроме внуков, и не хочет, чтобы Беатрис тратила свое драгоценное время на него. Уже в котором доме не обходится без камина. Бетти тяжело вздохнула и спросила Беатрис про топор или что-либо, чем они колят дрова. Беатрис удивленно взглянула на Бетти и сообщила, что они заказывают заранее расколотые дрова, так как на участке нет места для подобных занятий. Может, она и занимается спортом, но махать топором по выходным ей не хочется. Да и зачем, если можно заказать? И правда, на территории дома Бетти не нашла ни гараж, ни кладовку или сарай, в которых были бы инструменты. Зато здесь есть бассейн. Это да. Ну, Беатрис действительно занимается спортом, судя по всему. В любое удобное время, какой Да. моментик. Но когда удался. есть у нее время, действительно, пока она же постоянно работает, вот сейчас у нее, в принципе, свободное время, можно было и заняться полезным чем-нибудь. Бетти поднялась на второй этаж в комнату Саманты Грин, подруги Софи Картер. В комнате не было ничего необычного. На стене над кроватью висели плакаты и фотография Софи и Вики. На полу разбросаны одежда и учебники, на другой стене множество семейных фотографий, а над дорогим компьютером таблицы химических элементов для учебы. На тумбочке Бетти заметила личный дневник Саманты. Саманта, понимающе опустила голову и предложила Бетти просмотреть дневник. Дневник написан аккуратно, строчка к строчке, страницы с расписаниями, занятиями, лишь изредка мелькают личные записи о поступлении и будущем. Бетти извинилась перед Самантой за то, что проникла в ее личное пространство, и закрыла дневник. Итак, Бетти осмотрела два дома и хотя не нашла особо ценных зацепок, которые могли бы указать на местонахождение Софи Картер, но все-таки, мне кажется, она многое для себя подчерпнула. Я предлагаю, что, может быть, нам следует навестить соседей и поговорить с соседями, расспросить, может быть, они что-то видели, знают. Ну да, если там посмотреть по карте, остался единственный жилой дом в этом районе, вот как раз можно туда сходить, пока еще не так уж поздно, хотя уже поздновато, наверное, 20:35, но все равно можно сходить. Это первый дом в районе, который отличается ото всех своим размером и состоянием.
Все не настолько плохо, конечно, просто уровень дохода этой семьи, видимо, небольшой. И как сказали полицейские, тут живет бабушка с внуком. У пожилой дамы наверняка не хватает сил на то, чтобы зашпаклевать царапины или починить ставни. Бетти поднялась по ступенькам, одна из которых громко скрипнула, и постучала в дверь. Дом внутри не богат, зато тут очень уютно. Настолько уютно и тепло, что Бетти незаметно для себя расслабилась. В доме пахнет свежей выпечкой и яблочным соком. Мимо вальяжно проходит большой и пушистый кот. Бетти кажется, что она снова оказалась летом у бабушки, пока родители уехали на Сулане. Где-то она увидела небольшие сувениры, открытки, рисунки. В доме Умберто ей не только захотелось все рассматривать, но даже остаться на чашечку чая с шарлоткой. Бетти хотела погладить кота по имени Маэстро, но ее остановил его оценивающий высокомерный взгляд. Но затем этот важный взгляд сменился на снисходительное разрешение, и Бетти аккуратно погладила его по голове. Камила Умберто была яркой и радушной бабушкой родом из Тортоза. Она встретила Бетти и предложила выпить чай с пирожками, которые остались у нее после Хэллоуина. Но Бетти вежливо отказалась и расспросила ее о вечере праздника, описав ситуацию с пропажей Софи Картер. Камила положила руки на грудь и огляделась по сторонам. «Что же такое происходит?» – запричитала она. По ее словам, в Хэллоуин она и ее внук Феликс сначала были дома и раздавали тыквенное печенье, которое пекли весь день до этого. А потом пошли собирать конфеты. Вернулись домой вечером. Когда проходили мимо дома Джонсонов, там вовсю играла музыка и слышались голоса. В доме Картеров был выключен свет. Потом она уложила Феликса спать и стала заниматься своими делами. Больше ничего вспомнить Камила не смогла. Бабушка позвала внука. Феликс Умберто был улыбчивым и радостным ребенком. Он сразу заявил Бетти, что когда вырастет, то купит бабушке пекарню, чтобы все попробовали ее тыквенное печенье. Камила улыбнулась и напомнила Феликсу помыть руки после улицы. Бетти спросила мальчика, не помнит ли он чего-то странного вечер Хэллоуина. Феликс задумался и сказал, что когда ложился спать, то посмотрел в окно, а там был клоун. Бетти выглянула в окно в комнате Феликса и заметила, что это окно выходит прямо на дом Картеров. Мальчик продолжил и поделился, что тогда немного испугался, потому что клоун ходил возле дома. Но это же был Хэллоуин, и все одевались в костюмы. Бетти доверилась рассказу Феликса, хотя никто до этого не упоминал клоунов. Может, они просто не придали значения человеку в костюме в разгар костюмированного праздника. Итак, вот куда выходят окна в комнате Феликса. Ну да, здесь прям тропинка такая, дорожка идет прям возле окон. Здесь и мог ходить некий клоун. Так, давай-ка посмотрим, что здесь. На столе у Феликса Бетти замечает рисунки и цветные мелки. Мальчишка явно любит рисовать. Может, Бетти попросит его нарисовать тот костюм клоуна, который он видел в тот вечер. Феликс с радостью соглашается, набирает кучу мелков и принимается за работу. Спустя некоторое время у Бетти в руках красуется рисунок костюма, известного как костюм печального клоуна. Белая ткань в заплатках, красные пуговицы-помпоны, капюшон на голове, а на ногах огромные смешные ботинки. Феликс говорит, что уже видел такой костюм в магазине. Это как раз по тому же адресу, куда должна была пойти Софи за напитками. Возможно, там смогут подсказать, кто покупал такой костюм, потому что пока среди знакомых Софи и ее подруг никаких клоунов Бетти не помнит. И может, камеры помогут узнать, куда же делась пропавшая. Ну, комната у Феликса такая, смотри, сразу окно и туда, так что он мог прям наблюдательную такую позицию занять. Ну что ж, теперь Бетти нужно будет посетить обязательно этот магазин, посмотреть, может быть, там действительно есть камеры видеонаблюдения. Туда и Софи как раз собиралась за напитками. Но сейчас уже время позднее, надо возвращаться домой. Да, скорее всего, магазин уже нам откажет, но обязательно туда надо будет наведаться. Поздно вечером Бетти вернулась домой. Сегодня она сделала многое, осмотрела целых 3 дома и поговорила со множеством людей. Но каждый вопрос, оставленный без ответа, порождал все новые и новые вопросы. Вдруг она услышала шум наверху. Что это? Неужели в ее дом кто-то проник? Осторожно она поднялась на 2-й этаж, оценила обстановку. Кто-то находился в ее рабочем кабинете. И вдруг... От неожиданности Бетти так растерялась, что даже не смогла задержать злодея. Ее рабочий компьютер был включен. Кто это был? И что ему нужно в ее доме?